Обсессивно-компульсивное расстройство – это когда у тебя ни с того ни с сего возникает сильнейшая навязчивая мысль. Ее силу описать человеку, которому не знаком, с явлением не получится. Часто это не имеющая основания уверенность в том, что или с моими близкими что-то произойдет, или боязнь навредить кому-то случайно, или заразиться чем-то неизлечимым. Избавиться от нее можно специальным ритуалом – компульсии. У каждого они свои, но у многих похожие. Это либо стучать 3, 5, 7 раз по дереву, открыть, закрыть дверь 5 или 10 раз, или дотронуться до предмета определенным образом. Если в ходе ритуала что-то пошло не по плану, то приходится начинать сначала. Это выматывает и влияет на качество жизни. Когда-то у меня не получается помыть руки с первого раза, а иногда я трачу лишние полчаса на перечитывание письма перед отправкой. Но зато в моей деловой переписке не бывает опечаток. Насколько мне известно, полностью избавиться от этого невозможно, но многим удается свести неудобства к минимуму. Впервые я почувствовал признаки расстройства в 10 лет. Первый раз сел в Альфа-Ромео в 16. Поначалу я просто поддавался обсессиям и быстро придумал себе работающие ритуалы. Позже, когда меня стала интересовать природа происходящего со мной, я стал изучать вопрос, работать с психологом, психотерапевтом и копаться в голове, пока однажды не заметил, что альфа и есть мое лекарство. Увлечение быстро набирало обороты, и мне довольно скоро стало интересно и ценно абсолютно все, что связано с ними. Когда я за рулем Альфа-Ромео, или когда даже знакомлюсь с очередным редким экземпляром, да или когда даже читаю, голову не занимают обсессии, и мне не приходится избавляться от них томительными ритуалами. Удивительно, но факт. Мне нравятся абсолютно все модели, и я бы хотел повладеть максимальным количеством за свою жизнь. Сейчас это Alfa Brera 2009 года, 2.4 GTDM. Отличное авто, я не думал, что так влюблюсь до момента покупки. До этого были Alfa 156 Twin Spark мануал, Alfa 156 GTS SL Speed, Spider V6 916 и Giulietta 1.4 Multi-Air TCT. Я абсолютно обожаю все модели, но мои самые любимые альфы из смутных для компании времен 90-х, 2000-х и 10-х годов. Некоторые альфисты считают, что между Альфой 75 и 4C не делали настоящих трушных альф. Но этих самых аутсайдеров я люблю больше всего. Мне кажется, что в этом есть какой-то особенный шарм. Болеть за лидера и всегда безопаснее, но то ли дело темной лошадки. За 15 лет я уже привык, что в моей стране люди не понимают эти машины, не выбирают, а некоторые вообще не знают о существовании бренда. Недавно один мой знакомый, любитель BMW, прокатился на моем Спайдере V6, на Джульетте и на Брере. И сразу после этого он сказал: «Теперь я понимаю, почему ты болен альфами так давно, у тебя есть на это серьезное основание». Мои близкие и многие знакомые говорят, что всегда, когда они видят Альфа-Ромео на дороге, они вспоминают обо мне. Наверное, потому что мое увлечение все-таки вышло из-под контроля. Легко представить, насколько все плохо с узнаваемостью и популярностью бренда в моей стране, Эстонии. Мне порой разрывается сердце, когда вижу, что продавцы местного дилера разъезжаются по домам на Audi и Lexus.
так с Альфой поступать нельзя. Этим нужно жить, болеть, уважать, знать историю, быть альфистом. Эти машины особенные и недооцененные. По мне, так это идеальный расклад, чтобы влюбиться на всю жизнь. С одной стороны, мне хочется, чтобы этих машин становилось все больше и больше. С другой, мне, конечно, льстит то, что так много людей, увидев Альфу, вспоминают обо мне. Я по-настоящему люблю эти машины и счастлив, что они появились в моей жизни. Они занимают огромную часть в моей голове и помогают справиться с особенностями сознания. Надеюсь, что моя жена никогда этого не услышит. Меня зовут Дима Иванов, и Альфа Ромео – это мое лекарство.